Продолжая цикл видео по развитию моего дуэлиста и ответов на вопросы, сегодня нам предстоит разобраться в том, сколько же стоит сейчас одеть Глада на Руофе. Сделаю я это на примере своего гладиатора, так как он имеет буст чуть выше среднего, как в ПВЕ, так и в ПВП направлении, что меня более чем устраивает. В общем, думаю, будет познавательно. Не переключайтесь, ставьте лайк, а я начинаю. Чтобы вы хоть как-то представляли, что может Глад на Руофе с таким обвесом, как у меня, в пример я приведу одну из новых инстанс-зон, а именно Гробница Императора, которую я прохожу один, без каких-либо усилений, я имею в виду без роз, коктейлей и прочей всякой лабуды, менее чем за полчаса. Это не быстро, но если учитывать, что Глад в принципе достаточно туго разгоняется в ПВЕ, то результатом я доволен. Что касаемо ПВП направления, то конечно же такой обвес не позволит вам на равных конкурировать с топовыми игроками на Олимпе, но большую часть соперников вы уже будете спокойно разваливать. Далее я постараюсь максимально кратко пробежаться по своему обвесу и озвучить цены, которые будут актуальны только на моем сервере лишь в ближайшее время, так как любое обновление или ивент могут кардинально поменять все цены на рынке. В конце видео я подведу итог как по Адене, так и по примерной стоимости в рублях. Вообще, цены на свой буст первый раз я набросал неделю назад. Но с ебучим темпом инфляции я заебался тексты переделать. Так что пусть в этом видео все остается как было. И да, скорее всего я не буду вешать ценник на заточку скиллов и на проученные забытые умения, так как из-за срока давности мне уже сложно дать им объективную оценку. Если я что-то накосячу с ценами, то поправьте меня в комментариях. Кстати, еще один момент. Мне часто задают один вопрос в комментариях, на каком сервере я играю и как начать там играть. Лично я юзаю своего Глада на официальных серверах в России. Это main-версия, сервер Айрин. Ссылку я всегда оставляю в описании, перейдя по которой вы сможете начать играть на одной из трех версий Lineage 2. Это Main, Classic или Essence. Более я не буду отвлекаться и погнали по ценам. Начну с плюс 10 ПВП тяж сета Левиафана. Примерная стоимость 120 миллиардов. Плюс 10 пояс полномочия сильного правителя 25 миллиардов. Плюс 5 радужная диадема Берсерка 40 миллиардов. Маска Спасителя, на которую я немало потратил в попытках заточить, и которая максимум зашла у меня на плюс 6, я оценивать не буду, так как она берется по квесту. Парные дубины Антарас 2 уровня вместе с 6 Шиллином я бы оценил в 200 миллиардов. Плюс 5 рубаха из толстой кожи дракона 30 миллиардов. Серьга Линдвиора 45 миллиардов. Серьга Блесс Тараса 28. Точно не помню, сколько учеников я покупал, чтобы сделать серьгу Атласа, но думаю, там ушло не меньше 5 миллиардов. Плюс 10 кольцо падшего ангела 85 миллиардов. Кольцо червя 2,5. Кольцо Таути 1,5 миллиарда. Ожерелье Блесс Валика 45 миллиардов. Брошь Лавиан Рос исключительного качества 95 миллиардов. Большой гранат 35. Аметист 5 уровня 45 миллиардов. Рубин 4 уровня 12 миллиардов. Красный кошачий глаз 4 уровня 16 миллиардов. Опал 4 уровня 7 миллиардов. Обсидиант 4 уровня 7 миллиардов. Плюс 10 браслет Люсьена на атаку и на физмаг защиту, каждый по 5 миллиардов. Талисман 7 печатей 40 миллиардов. Талисман золотого древа 18 миллиардов. Талисман Сахи 9 уровня 27 миллиардов. Талисман Бенира 14 уровня 7 миллиардов. Талисманы 10 уровня Блэкберта, гигантов и имперских гвардейцев я делал по квесту. Если я не ошибаюсь, то на них я вообще ничего не потратил. И последний талисман изобилия высокого качества 1 уровня 10 миллиардов.
Далее браслет семени исключительного качества 3 уровня 55 миллиардов. Старый брелок Агатиона с рапсой примерно 3 миллиарда. Плюс 8 брелки Лев и Скорпион я оценю по 12 миллиардов. Плюс 7 брелки Рак и Овен по 5 миллиардов. Плюс 8 Агатион Стражи Массии 5 миллиардов. А брелок Агатиона Фея я брал по квесту бесплатно. Книга артефактов 3 уровня 45 миллиардов. Артефакт баланса мощность физумений плюс 11%, который нельзя усилить, 70 миллиардов. Артефакт снижения урона в обездвиженном состоянии минус 11%, который также нельзя усилить, 15 миллиардов. 4 плюс 4 артефакта на атаку, это красненькие, по 4 миллиарда каждый. 3 плюс 4 артефакта на защиту, синие, также по 4 миллиарда. 7 плюс 4 артефактов баланса по 4 миллиарда и 1 плюс 5 за 7 миллиардов. И остается 2 артефакта из люксора по 600 миллионов. Заточку скиллов, как я и сказал ранее, оценивать не буду. Скажу лишь то, что на гладе у меня все основные скиллы, а это большая их часть, заточены от плюс 10 до плюс 20. На дуале от плюс 10 до плюс 14. И если их точить сейчас, то это будет достаточно крупная сумма. Не буду гадать какая, потому мы с вами пропустим этот пункт. Так же как и пропустим и забытые умения, которые некоторые из них у меня проучены до 9 или до 11 уровня. Что касаемо тату, то на дуале стоят 3 одинаковых комплекта на выносливость по 500 миллионов, а на гладе 3 разных комплекта на силу, общей стоимостью в 15 миллиардов. Остаются еще разные ЛСы, которые я решил не оценивать, хотя на них может потребоваться очень большая сумма. Итого я тут немного округлил в меньшую сторону, выходит 1 триллион 260 миллиардов аден. Если перевести эту сумму в карты Таро, которые без акций стоят 50 рублей за штуку и которые барыги скупают по 200 миллионов, то выходит примерно 315 тысяч рублей. И это я еще не учитывал заточку скиллов, плюс дополнительные затраты на ЛС и забытые умения. Если честно, то когда я начинал делать это видео, я никак не рассчитывал, что общая стоимость моего буста перевалит за 600 миллиардов. А в итоге эта сумма оказалась в 2 раза больше. И, к сожалению, среднестатистический игрок в Lineage 2 не сможет себе позволить такие затраты. И если смотреть на всю картину объективно, то выходит, что достойно стартануть на Руофе без доната практически нет никакой возможности. Братан, блядь, так не говори, ну нахуй, блядь. Остается лишь запастись терпением и большим количеством жоп часов. Других вариантов я тут просто не вижу. Какая-то не очень веселая концовка выдалась в этот раз, но факт остается фактом. Ла-2 всегда была дорогой игрой. А на этом месте мой очередной выпуск подошел к концу. С вами, как всегда, был Глад Ампутация. Всем удачи и пока.